Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем шапку крючком 3D узором. Похожим узором я вязала берет. Берет начинала с макушки, а шапку решила начинать с резинки. И узор так смотрится немного иначе. Пряжу использовала в 100 граммах 200 метров. Полушерсть ушло 100 грамм. Крючок 4 миллиметра. Связалась шапка на обхват головы 50-54 сантиметра. Число петель в раппорте узора 6. Узор – это повторение двух рядов второго и третьего ряда. Первый ряд установочный. Набрала 78 воздушных петель цепочки, замкнула в кольцо и провязала один ряд столбиками с накидом в каждую петлю цепочки. Теперь буду вязать резинку. Сделаю 3 воздушных петли подъема и буду чередовать сейчас лицевые и изнаночные рельефные столбики. Буду вязать резинку 1 на 1. Лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик, лицевой, и изнаночный. И так буду продолжать до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком и свяжу резинку нужной мне высоты. Резинку связали, переходим к узору. Первый установочный ряд. 5 воздушных петель подъема. 5. Делаем накид на крючок и в это же основание провяжем столбик с накидом. Провязали 2 воздушные петли. Теперь на основании пропускаем 2 столбика и в третий провяжем столбик с накидом. Теперь будем чередовать галочку и столбик с накидом, разделять 2 воздушными петлями. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли на основании, в третью провяжем галочку. Столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вот такой рисунок у нас получается. Это установочный ряд. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, в третью провязываем столбик с накидом. Так чередуем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Второй ряд и все четные ряды узора обвязываем галочки полустолбиками. У нас уже есть 2 воздушные петли подъема, они заменяют нам полустолбик. Провязываем второй полустолбик, третий полустолбик и 4-й полустолбик. С каждой стороны будем обвязывать галочку по 4 полустолбика. Теперь приступаем ко второй стороне. Делаем накид на крючок, вводим крючок под столбик, вытягиваем петлю и провязываем все вместе. Второй полустолбик, третий полустолбик и 4-й полустолбик. Все, вторая сторона готова, у нас готов элемент. Так будем поступать с каждой галочкой. Этот столбик одиночный пропускаем, сразу переходим к галочке.
4 полустолбика с каждой стороны. 1, 2, 3, 4. Готова одна сторона. Поворачиваем вязание и переходим ко второй стороне. Также 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Так продолжаем до конца ряда. Закончить ряд я покажу как. Дошли до конца ряда. Делаем накид на крючок. Вводим в начальный столбик. И полустолбик провяжем как соединительный. Теперь сделаем 5 воздушных петель. Делаем накид на крючок и возвращаемся к установочному ряду. Провяжем столбик с накидом в столбик установочного ряда. Получилась галочка. 2 воздушные петли. Следующий провяжем пышный столбик. Будем вытягивать 7 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь провяжем накиды. 2 петли на крючке. Провяжем их вместе. Провязали. 2 воздушные петли. Возвращаемся к установочному ряду, к столбику с накидом одиночному. Сюда провяжем галочку. Столбик с накидом, 2 воздушные петли. И в это же основание столбик с накидом. Провязали. Так будем продолжать до конца ряда. Чередовать галочку и пышный столбик. И разделять их будем 2 воздушными петлями. Продолжим до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Четвертый ряд как второй. Делаем 2 воздушные петли подъема и обвязываем галочки в этом ряду по 4 полустолбика с каждой стороны. 2 воздушные петли заменяют нам 1 полустолбик. Сейчас вяжем 2, 3 полустолбик и 4 полустолбик. Одну сторону провязали, поворачиваем вязание и также поступаем со второй стороной галочки. Провяжем 4 полустолбика под столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3 и 4. Получился вот такой элемент. Пышный столбик будем пропускать и сразу переходим к галочке. Также обвязываем по 4 полустолбика с каждой стороны. 1,
2, 3, 4. Одна сторона готова. Поворачиваем вязание. Также поступаем со второй стороной. 4 полустолбика под столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3 и 4. Так продолжаем до конца ряда. Заканчиваем ряд так же, как второй ряд. Пятый ряд точно так же, как третий. То есть 5 воздушных петель. Делаем накид на крючок и в пышный столбик провяжем столбик с накидом. У нас получается галочка. 2 воздушные петли. И в арку из 2 воздушных петель провяжем пышный столбик. Вытягиваем 7 петель. Провяжем накиды вместе и теперь 2 вместе на крючке. И так будем чередовать. Галочку, пышный столбик, галочку, пышный столбик. Будем разделять их 2 воздушными петлями. Так продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Я связала 12 сантиметров, начиная от резинки, и решила убавлять петли начинать, потому что мне показалось, что уже пора. 5 воздушных петель. Делаем накид на крючок, вводим в пышный столбик и провяжем столбик с накидом. Сейчас будем провязывать не 2 воздушные петли, а 1 между столбиком пышным и галочкой. Пышный столбик у нас здесь также состоит из 7 петель. Вытягиваем 7 петель, провяжем вместе и 2 петли на крючке вместе. И воздушная петля, то есть не 2 петли, как у нас было, а 1 петля, и полотно у нас начнет сужаться, то, что нам надо. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом в это же основание. То есть повторю, что сейчас мы убавлять петли начали постепенно. И у нас уже между галочкой и пышным столбиком не 2 петли, а 1 воздушная петля и пышный столбик. Вытягиваем 7 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провяжем вместе накиды и 2 петли тоже вместе. Так будем продолжать до конца ряда. Закончим соединительным столбиком. В следующем ряду обвязываем галочки. Будем обвязывать с каждой стороны. Раньше мы обвязывали 4 полустолбика, а сейчас я буду делать 3 полустолбика
с каждой стороны. Тоже все то же самое. Как мы вязали узор, только один столбик мы здесь убавляем. Вяжем не 4 полустолбика, а 3 с каждой стороны. Обвязываем галочку. Пышный столбик пропускаем в этом ряду. Так будем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд по рисунку. То есть как мы делали накид на крючок и полустолбик провязывали как соединительный. Следующий ряд убавки. Здесь у нас между галочками и пышным столбиком воздушных петель не будет. То есть начинаем сразу. После галочки сразу вяжем пышный столбик. Вытягиваем также 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провяжем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. И сразу начинаем вывязывать галочку. Столбик с накидом в пышный столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли и в это же основание столбик с накидом. Получилась галочка. Напомню, мы убавляем петли для макушки, и сейчас мы уже пышные столбики с галочками не разделяем. В этом ряду галочки провяжем уже не 3 полустолбика обвязываем, а 2 полустолбика с каждой стороны. Пышный столбик пропускаем, а галочку обвязываем с каждой стороны по 2 полустолбика. Такое убавление у нас получается. Так вяжем весь ряд. Продолжаем убавлять петли макушки. Здесь над пышным столбиком провяжем столбик с накидом, а над галочкой предыдущего ряда будем провязывать пышный столбик. Вытягиваем 7 петель. Провяжем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Продолжаем. Над пышным столбиком провяжем столбик с накидом. В арку из 2 воздушных петель, которая была галочкой, мы провяжем пышный столбик из 7 петель. 3, 4, 5, 6, 7. Провяжем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Петли у нас уже убавились ощутимо. Так продолжаем до конца ряда. Закончим соединительным столбиком. В этом ряду убавок пропускаем пышный столбик, а там, где у нас был одиночный столбик, туда провяжем пышный столбик. Вытягиваем петли. 3, 4, 5, 6,
7. Провяжем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Так будем продолжать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. И последний ряд убавления. Здесь я уже решила вытягивать не 7 петель, а 5. Пропускаю петлю основания и в следующую петлю провязываю пышный столбик. Вытягиваю уже 5 петель. 2, 3, 4, 5. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Так продолжу до конца ряда, а потом стяну петли. И наша шапочка будет готова. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!